Приветик всем еще раз. Мы только что провели прямой эфир в Инстаграме по теме расчетов нашего кардигана, расчетов полочек, спинки и карманов кардигана. Но там что-то пошло не так, и, в общем, не удалось сделать нормальную запись этого эфира. Поэтому сейчас я записываю отдельно такое небольшое видео. Это не запись эфира, это просто моя съемка, для того, чтобы вы смогли сделать расчеты понятно, чтобы было хорошее качество, вам было удобно, и вам не пришлось на какой-то малюсенькой картиночке плохого качества вникать и смотреть, потому что расчеты это очень важная часть, это 50% успеха вязания вашего изделия. И давайте начнем. Я сейчас переверну камеру, направлю на свои руки, объясню, как правильно измерять образец, как сделать расчеты на полочке, как сделать расчеты на спинку до начала выреза, и как сделать расчеты на карман. А также самое интересное, я расскажу о своих клеточках, о которых я всегда рассказываю, всегда все спрашивают, что же это такое. Мы с вами напишем план вязания, и в этом плане вязания я объясню конкретно по тем самым клеточкам, которые облегчают нашу работу. Приступим. Я надеюсь, что это видео не будет слишком длинным, ну хотя мало ли, может я разойдусь. Какие-то вопросы на часто ответы, да, на часто задаваемые вопросы я пока не могу озвучить, потому что все предыдущие домашние задания, которые я проверяла, были хорошо сделаны. Я не могу сказать, что есть какие-то прям серьезные проблемы у вас, поэтому все идет по плану, все хорошо, вы молодцы. Если что-то будет вас волновать, то мы завтра сможем разобрать это все, то есть в следующих видео, в следующих эфирах разобрать это все, я смогу вам что-то более подробно объяснить. Ну все, переворачиваю камеру, пусть все получится. Так, сейчас. Вот так. Должно получиться. Хоп. Должно получиться. Сейчас я еще тут зафиксирую шнур. Отлично. Все хорошо видно. Вы прям сейчас, я думаю, вам понравится, потому что мне кажется, что прям хорошо видно. Надеюсь, не будет никаких проблем. Итак, смотрите, вот мой образец. Тут не обращайте внимания, это мне Саша уже разлил немножко водичку и потек мой фломастер. Итак, вот мой образец. Помните, я вам вчера рассказывала, что мы вяжем образец минимум 20 петель на 20 рядов. Я подниму еще чуть-чуть повыше, а то как-то совсем близко. Минимум 20 петель на 20 рядов, но я сама лично вяжу образцы чуть поменьше, потому что моя плотность вязания не гуляет, она у меня всегда стандартная, хорошая, правильная, поэтому я вяжу образец такой, какой мне удобно. Если вы новичок, то не обращайте на меня внимания и вяжите прям вот этот минимум, а то и больше. Смотрите на мой образец. Если у вас какой-то узор не резинкой, у меня сейчас резинка, то вы просто его вот так спокойненько раскладываете и измеряете его ширину в широкой части и измеряете его высоту тоже в средней части. Мы не захватываем кромочные петли, и также смотрите, в моем случае вот эта косичка не очень красивая, потому что это край, и это мне тоже не нравится. Я решила измерить свои вот эти центральные петельки. Если у вас какой-то узор не резинкой, то измеряем его вот так вот в спокойном состоянии. У меня резинка, и если у вас тоже резинка, тогда мы должны растянуть резинку до такого состояния, чтобы были видны наши изнаночные петли. Мы не растягиваем ее до максимума, до предела, а стараемся просто немножко разложить вот так. И я измеряю вот от этого места и до крайней изнаночной. У меня тут получилось 10 петель, вот 8 сантиметров. Мы не измеряем образец снизу и сверху, а измеряем по центру. Точно так же я знаю, что моя резинка очень сильно вытягивается в длину, поэтому я ее немножко вот раскладываю в высоту и тоже измеряю в средней части свои рядочки. Мы не захватываем край наборный и ряд закрытия. Измерили, записали. У меня получилось в 10 петлях 8 сантиметров и в 14 рядах 5 сантиметров. Мы берем максимальное количество рядов и петель. Если вы пытаетесь измерить, сколько там у вас одна петелька сантиметриков или один рядочек, то это будет неверно. Знаю, что многие
высчитывают, сколько петель в 1 сантиметре и сколько рядов в 1 сантиметре. Я советую вам этого не делать, потому что чем больше будет информации, чем больше петель и больше рядов вы захватите, тем точнее будут ваши расчеты. Мы стремимся, чтобы изделие сидело максимально классно, хорошо, удобно, комфортно, так как вы хотели, поэтому измеряем все, что есть. Если это лицевая гладь, значит вы прям от первой кромочной до последней кромочной измеряете все петельки и ряды точно так же. Не пытайтесь там что-то поменьше. Все, что есть, все записываем. Если у вас получается с остатком 8,5, значит мы сантиметры не округляем, а записываем их как есть. Если вам кажется, что 8,3, значит записывайте 8,3. Чем точнее у вас будут эти мерки, тем точнее будут расчеты. Чем больше вы возьмете петель и рядов, тем точнее будут ваши расчеты. Это понятно, я откладываю. Объяснила вам, как измерять образец. Давайте теперь посмотрим на расчеты полочек. Мы с вами будем пользоваться вот этим рисунком. Это схематичное изображение выкройки. Мы не берем уже ту табличку с мерками, мы пользуемся только вот этой частью нашей работы. И что еще я хотела пояснить по поводу планки. Давайте я тут тоже так расчерчу. Я в прямом эфире так отмечала, и было, мне кажется, удобно. Понятно, что где. Поэтому я тут тоже так сделаю небольшую разметку. Так, как мне ее тут посерединке сделать? Вот так, отлично. Можно убрать уже линейку. Итак, по поводу планок. Если у вас нет планки в вашем изделии, тогда вы просто ширину вашего изделия делите пополам, у вас будет правая полочка и левая полочка. Если же у вас есть планки, посмотрите, у вас может быть два варианта. Я видела такие варианты в домашних заданиях, поэтому хочу озвучить. Если вы хотите, чтобы ваши планки шли внахлёст друг на дружку, у вас, возможно, будут пуговицы, ну, либо пуговиц не будет, но вы хотите, чтобы кардиган как бы немножко находил одна половинка на другую. Тогда вы берете ширину планки одной. Она у меня 4 сантиметра, вот эта ширина у вас будет 4 сантиметра. Если вы хотите, чтобы у вас планки располагались стык в стык, чтобы ваши полочки не находили друг на дружку, а находились стык в стык, тогда, значит, вы должны понимать, что у вас тут две планки. Вот одна планка и вторая. Одна 4 и вторая 4 сантиметра. И тогда в общей сложности у вас тут посередине уже будет 8 сантиметров. Вот вы выбираете, какой вариант ваш, и тогда, значит, сразу можно будет приступать к расчетам. Я думаю, что с этим понятно. Обратите внимание, как вы хотите ваш кардиган, чтобы выглядел. Вот наши с вами полочки. Давайте сюда перепишем те значения из выкройки, которые нам нужны для расчетов полочек. Самое важное, что хочу сказать, мы сегодня будем делать расчеты до начала выреза. От края изделия до начала выреза. И у спинки точно так же, от края изделия до начала выреза. Здесь у нас идет обвязка резинкой, поэтому мы будем заканчивать здесь. У нас будет вот такой вырез, до начала выреза. Сначала разберемся с полочками. Первое, что я записываю, мы здесь с вами измеряли, это длина изделия от начала резинки до начала выреза. У меня это 35 сантиметров. Вот я прям сюда ставлю стрелочку и переписываю 35. Следующее, что нам нужно переписать, это ширина нашего изделия. Она 50 сантиметров. Вот я тоже сюда записываю 50. И то, что мы с вами только что обсудили, это ширина нашей планки. Она у меня 4 сантиметра. Вот прям сюда вот эту штучку записываю. 4 сантиметра. Давайте это уже все можно отложить, пока это нам не нужно. Мы сначала посчитаем полочку. Давайте теперь посмотрим, что же здесь нам нужно еще доизмерять, дозаписать, чтобы сделать точные расчеты. Ну, будем сначала смотреть все, что горизонтальное есть. Мне кажется, тут сразу очевидно, что нам нужно посчитать, сколько у нас ширина будет полочки. Зеленым записываю то, что нужно будет посчитать. В принципе, все. Для вязания вот этой детали нам нужна ширина полочки и ее высота. Высота 35, ширину мы сейчас посчитаем. Но здесь, помимо высоты, у нас еще есть резиночка. У меня эта резиночка 5 сантиметров. Я вам советую высоту резинки выбирать на свой вкус. Здесь нет какого-то определенного одного правильного значения. Вы можете вязать резинку 2, 3, 4, 5, а то и 15 сантиметров, как хотите. И дальше нам нужно будет посчитать, сколько у нас длина от резинки до начала выреза.
Думаю, вам понятно, как ее посчитать. Мы берем значение 35, от 35 мы отнимаем 5 сантиметров нашей резинки, и у меня получается 30 сантиметров. Вот записываю это значение оранжевым цветом. А теперь посчитаем ширину нашей полочки. Как же ее считать? Давайте я запишу формулы. Ширина полочки. Ширина полочки равна. Мы берем ширину изделия. Давайте еще чуть-чуть выше подниму, потому что оно как-то часто фокусируется. Да? Мы берем ширину нашего изделия. От ширины изделия мы отнимаем ширину планки, то, что мы сейчас с вами только что обсуждали, 4. И делим это все на 2, потому что у нас две полочки, правая и левая. Записываю я наше значение. Ширина изделия у меня 50. От 50 я отнимаю 4 ширину планки и делю на 2, потому что у меня две полочки. 46 делю на 2, и у меня в итоге получается 23. Значит, 23 сантиметра ширина моей полочки. И первой, и второй, и правой, и левой. 23. Записала. Давайте теперь эти все сантиметры мы переведем в петли и ряды. Я записываю плотность своего вязания, ширину записываю тут, высоту записываю тут. То, что мы с вами измеряли в образце. Ширина у меня 10 петель 8 сантиметров, высота у меня 14 рядов 5 сантиметров. Давайте посмотрим, что же нужно нам посчитать в ширине. Мы двигаемся снизу вверх и смотрим. Сразу посчитаем ширину всего изделия, то есть 50 сантиметров. Это будет ширина моей спинки, правильно? Я сюда запишу ширина спинки. Далее мы посчитаем ширину нашей планки 4 сантиметра. Тоже запишу планка. И также мы посчитаем 23 сантиметра ширину нашей полочки. 23 сантиметра. Я пишу ширина полочки. Как в школе мы считали пропорцию, также считаем здесь. Возьму красным. 10 умножаем на 50 и делим на 8. У меня получилось 62,5, я округлю до 63. 10 я умножаю на 4 и делю на 8. У меня получается 5. 10 я умножаю на 23 и делю на 8. У меня получилось 29. 29 петель – это ширина моей полочки. Мы посчитали количество петель, которое нужно на полочку. Теперь считаем высоту ряды. Что нам нужно в рядах здесь посчитать? Ну, во-первых, 5 сантиметров это моя резинка. Так как в образце у меня 5 сантиметров получилось, второй раз записывать не буду, просто здесь запишу, что это резинка. 14 рядов у меня резинка. Дальше двигаемся вверх. 30 сантиметров мне нужно посчитать, сколько высота моей полочки от основания резинки до выреза. 30 сантиметров я здесь записываю свою полочку. 14 я умножаю на 30 и делю на 5, у меня получилось 84. То есть 84 рядочка мне нужно провязать от резинки вверх до начала выреза. Теперь давайте разберемся со спинкой. Я снова возьму нашу выкройку, где там она у меня, то, что мы с вами вчера рисовали, и перепишем сюда в спинку некоторые значения. Мы с вами вчера не считали длину от начала изделия до выреза, поэтому я прям целиком запишу длину изделия. Вот прям сюда. Длина изделия у меня 70, записываю целиком. Снова-таки ширина изделия нам нужна, то, что мы только что уже посчитали, но я сюда запишу ее. И нужно определиться, сколько же мне нужно провязать от начала вязания до начала выреза, до вот этой точки. 2 сантиметра глубина моего выреза, это вот эта часть, записываю сюда двоечка. И 4 сантиметра ширина моей планки, это у нас продолжается планка, обвязка выреза, поэтому я сюда запишу 4 сантиметра. Все, выкройка нам не нужна, я могу ее снова убрать. Давайте теперь посчитаем конкретно спинку. Так, смотрим ширину. Ширина спинки у нас 50 сантиметров, нам больше тут ничего не нужно, спинка вяжется таким вот прямоугольником. Нам нужно посчитать высоту. Высота у нас резинки есть 5 сантиметров, то, что мы с вами уже решили, сколько будет на полочке, просто переписываем. И также мне нужно посчитать длину от начала резинки до выреза, вот эту часть. И также мне нужно посчитать, сколько конкретно будет сантиметров мой вырез. Сам вырез мы будем вязать вот эту часть, потому что резинка у нас будет довязываться потом уже в конце.
Эту часть посчитать легко. К 2 я прибавляю 4. 2 плюс 4 у меня получилось 6. То есть 6 сантиметров глубина моего выреза без резинки. И вот эту часть посчитать теперь еще легче. Мы берем длину изделия 70. От 70 мы отнимаем 5 сантиметров нашей резинки. И также отнимаем 6 сантиметров нашего выреза. У меня всего получилось 59. То есть 59 сантиметров мне нужно провязать от резинки до выреза. Ширину 50 мы посчитали. Это 63 петельки. Давайте теперь посчитаем, сколько же в высоту 59. Это будет наша спинка. 59 сантиметров. Здесь я тоже пишу, это спинка. 59 я умножаю на 14 и делю на 5. У меня получилось 166 рядочков. Все, мы все посчитали. Теперь давайте разберемся с клеточками. Я вам расскажу, как написать план вязания. План вязания нам нужен для того, чтобы мы, когда начали вязать, чтобы у нас не было вопросов. Вот вы смотрите сейчас, да, на это, вроде все понятно. Завтра вы зайдете, возьмете, вернее, свои расчеты, начнете вязать, будете смотреть, и вообще ничего не понятно, где что брать, сколько петель набрать, сколько рядов провязать. Вот для этого нам нужен план вязания, чтобы мы сразу переписали эти все значения конкретно, пошагово, что нам нужно делать. Мы отдельно запишем план вязания для полочек и отдельно план вязания для спинки, потому что у нас эти детали разные. Я и пишу план вязания. План вязания. Так, сейчас я себе тут шпаргалку возьму, чтобы не ошибиться. И подписываю, что у меня это полочки. План вязания для полочек. Первое, что нам нужно сделать в начале вязания, карандаш упал. Первое, что нам нужно делать, это набрать петли. Поэтому я пишу набрать. Сколько же петель нам нужно набрать для полочек? Давайте посмотрим. Ширина моей полочки 29 петель. Значит, я пишу, мне нужно набрать 29 плюс 2 кромочные петли. Советую вам записывать вот так вот отдельно. 29 плюс 2. Если вы сразу запишете набрать 31 петлю, предположим, через год вы сядете вязать такое же изделие, вы захотите повторить его в другом цвете, либо подружка попросит связать, вы возьмете свой план вязания, и у вас сразу возникнет вопрос, если вы напишите тут 31 петлю. 31 петля это с кромочными или без? Сколько мне нужно набирать? Поэтому советую вам написать 29 плюс 2, и тут в итоге я пишу 31 петлю. Тогда сразу понятно, 29 рабочие и 2 кромочные. Дальше, второе, что нам нужно сделать, это провязать резинку. Так я и пишу, у меня резинка 1 на 1, вы можете вязать свою резинку, какую хотите, она у меня 5 сантиметров, и это у меня 14 рядов, 5 сантиметров, 14 рядов. Вот здесь пригодятся мои клеточки, для того, чтобы вы не высчитывали, не искали, сколько же рядов вы связали, вы сразу рисуете для себя количество клеточек, равное рядам. Но я советую вам рисовать не сразу все ряды 14, а рисовать попарно. То есть мы вяжем с вами поворотными рядами туда-назад, поэтому у нас будет 7 пар лицевой и изнаночный ряд. Я пишу 7 пар лицевой ряд плюс изнаночный ряд. 14 делю на 2. Тогда понятно, мы с вами будем вязать туда-назад, это одна клеточка. Я рисую 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Завтра расскажу вам в следующем видео, как это все вязать, как отмечать клеточки, как этим пользоваться. Пока мы отметили, вот у меня 7 пар лицевой плюс изнаночный ряд, всего 14 рядов, резинка 1 на 1. Третье, что я делаю, я вяжу каким-то своим узором. Узор у вас будет свой, у меня свой. Я вяжу узором 30 сантиметров, вот у меня тут все в выкройке удобно написано, и 30 сантиметров это 84 ряда. 84 ряда, снова я считаю, это 42 пары, 42 клеточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, это 10, 20, 30, 40. 40 и 2. 42 клеточки, это мои 84 ряда. Все, дальше у меня пойдет вырез. План вязания мы будем дописывать, дополнять, пока на этом остановимся. Теперь напишем план вязания для спинки. То же самое, пишу план вязания. И отмечаю, что это спинка.
Так, тоже возьму свою шпаргалку. Это спинка. Снова первое, что нам нужно сделать для того, чтобы связать спинку, набрать петли. Я пишу набрать. Сколько же нам нужно набрать? Давайте посмотрим, что у нас тут по спинке. Спинка у меня 50 сантиметров. Я набираю 63 петельки. Набрать 63 плюс 2 кромочные петли. То есть всего я набираю 65 петель. Второе, я вяжу резинку точно так же, как и на полочке. Она у меня 5 сантиметров, 14 рядов. Это 7 пар. И я рисую тоже 7 своих клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Третье, что нам нужно сделать, это связать свой узор. У вас будет свой, у меня свой. Пишу узор, а вот на спинке уже количество рядов другое. Вот, узор у меня 59 сантиметров, это 166 рядов. В клеточках это будет 80, да, 83 пары. Значит, мне нужно нарисовать 83 клеточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот тут 3, и тут будет 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Тут дорисую. Вот мы нарисовали наши ряды. Завтра расскажу, как этим пользоваться, как вязать по клеточкам. План вязания мы написали. Все в порядке. Расчеты до выреза, спинку и полочки мы сделали. Здесь еще хотела кое-что сказать. Вам нужно посмотреть, если у вас узор имеет определенный раппорт, вам нужно посмотреть, помещаются ли петли раппорта в ваши вот эти общее количество ваших петель. Если вдруг что-то не помещается, тогда вы регулируете количество петель ваше нужное для полочек и для спинки так, чтобы раппорт вашего узора поместился без остатка. Обратите на это внимание. Смотрите, у меня какая ситуация? У меня резинка, раппорт моей резинки 2 петли, но я набираю нечетное количество петель, потому что я хочу, чтобы мои полочки заканчивались и начинались одной и той же петлей, чтобы когда я буду вывязывать планку, у меня планка набиралась из одинаковых петель, чтобы у меня тут была лицевая и тут была лицевая, поэтому я и на полочке, и на спинку набираю нечетное количество петель. Так, давайте теперь разберемся с карманом. Если вы карман не вяжете, значит вам эти расчеты не нужны. Если у вас будет карман, тогда смотрим внимательно и делаем расчеты за мной. Возможно, потом со временем, через какое-то время вы будете вязать, так, фокусируйся, вы будете вязать какое-то изделие с карманом, тогда эти расчеты вам помогут все это правильно сделать. Первое, вот я нарисовала, кстати, полочку, нарисовала карман. Первое, что нам нужно сделать, это определить размеры кармана. Ну вот я его так нарисовала. Сейчас я его подпишу, что это мой карман. Размеры кармана вы определяете самостоятельно. Тоже не вижу здесь каких-то четких явных правил. Не считаю, что вам нужно указывать, каким должен быть карман по высоте и ширине. Вы смотрите на свою полочку, на свое изделие, на желаемый результат и решаете. Можете взять линейку, сантиметровую ленту, посмотреть, прикинуть, сколько вы хотите, чтобы был у вас карман. Это дело вкуса, я тут вам ничего не навязываю. Я взяла просто, ну вот, с неба, что хочу карман 15 сантиметров в ширину и 15 сантиметров в высоту. Карман у Саши на кардигане я не вязала, в вашем детском, вернее в нашем, да, детском изделии я буду вязать карманчик пробный, маленький, для того, чтобы показать, как он вяжется. Карман мы будем вязать цельным единым полотном с нашей полочкой, без швов, то есть вы сразу начнете вязать полочку и сразу у вас будет готов полностью карман. От одного клубка одними спицами, единым таким цельным полотном. Значит, я сюда записала себе 15 на 15. Теперь смотрим на свою полочку, что нам нужно тут записать. Резинку я учитывать в расчетах не буду, она, в принципе, в кармане никакое участие не принимает, поэтому просто запишу длину нашего изделия от резинки до начала выреза. У меня это 30 сантиметров, мы с вами только что измеряли. Также у меня уже на данный момент есть ширина моей полочки, мы тоже только что ее посчитали, она у меня 23 сантиметра. Давайте теперь посмотрим в ширину, что же нам нужно здесь посчитать, и в высоту, что нам нужно здесь посчитать, чтобы наш карманчик правильно, красиво был оформлен. Смотрите,
Ну, самое первое, что бросается в глаза, если смотреть горизонталь, то это ширина нашего кармана. Она у меня 15 сантиметров, поэтому я сюда 15 запишу. И, естественно, сразу же стало видно, что нам нужно узнать ширину от начала полочки до кармана и от полочки до шва. Вот эту ширину в данном случае я возьму одинаковую, равную друг другу. Если хотите, вы можете брать эту ширину разных значений, но тогда вам нужно сразу определиться либо с этой шириной, либо с этой. Вы тоже должны померить, посмотреть, сколько сантиметров вы хотите, например, чтобы карман начинался от шва или от планки. Вот, я буду ее сейчас высчитывать. И точно так же давайте посмотрим высоту, что нам нужно тут измерить. Ну, во-первых, это высота от резинки до начала кармана, сколько рядов нам нужно провязать. Дальше высота нашего кармана, сколько рядов нужно провязать карман. И высота от кармана до начала нашего выреза. Давайте сначала посмотрим на ширину, на горизонталь. Записываю я сразу плотность нашего вязания, ширину и высоту, то, что я снимала со своего образца. У меня в 10 петлях 8 сантиметров и в 14 рядах у меня 5 сантиметров. Давайте сначала считать ширину. Итак, мне здесь нужно посчитать, сколько же сантиметров у меня будут вот эти части. Имея общую ширину своей полочки и ширину своего кармана, я сразу это могу посчитать. Запишу прямо здесь. От 23 я отнимаю 15 ширину своего кармана и делю на 2, потому что у меня две части вот эти, правая и левая. 23 минус 15 у меня получилось 8, 8 я делю на 2, в итоге у меня получается 4. То есть 4 сантиметра у меня от планки до кармана и 4 сантиметра у меня от кармана до шва. Записала. Все, у меня ширина готовая, я теперь могу посчитать, сколько это будет в петлях. Записываю 4 сантиметра, это у меня вот эти частички, мне нужно узнать. И 15 сантиметров, сколько же будет мой карман, мне тоже нужно узнать. 4 я умножаю на 10 и делю на 8, ну давайте я прям в кружочек возьму, чтобы вы понимали, что мы считаем. 4 я умножаю на 10 и делю на 8, у меня получается 5 петель. 10 я умножаю на 15 и делю на 8, у меня получается 19. И записываю это все сюда. 5 петель у меня будет вот здесь от начала планки до кармана. Дальше 19 петель у меня мой карман. И 5 петель у меня снова от кармана до шва. Помните, мы с вами считали, что ширина моей полочки 29 петель. Вот я сюда тоже запишу. И вы должны сложить эти три значения и получить ширину вашей полочки. У меня все совпадает. 5 плюс 19 плюс 5 получается 29. Давайте теперь посмотрим по поводу высоты. Ну, сразу записываю, что здесь высота моего кармана 15, это известно. Теперь вам нужно решить, где у вас будет начинаться карман. Это тоже вы смотрите по своему вкусу, тоже прикидываете, измеряете или берете что-то среднее. Я решила, что будет красиво, если часть от резинки до кармана будет равна высоте резинки. Резинка у меня 5 сантиметров, поэтому эту часть я тоже возьму 5. И теперь вот эту часть мне очень легко посчитать. Я беру общее количество в сантиметрах, это 30. От 30 я отнимаю 5 сантиметров своей резинки и отнимаю 15 сантиметров своего кармана. У меня получается 10. То есть 10 сантиметров мне нужно провязать от кармана вверх до начала выреза. Теперь эти значения я могу посчитать с помощью своей плотности. Ну, 5 сантиметров считать не буду, тут понятно, это 14 рядов, поэтому я могу сюда сразу записать 14 рядов. Дальше мне нужно посчитать, сколько же мой карман в высоту 15 сантиметров, а также 10 сантиметров, сколько будет от кармана до начала выреза. 15 я умножаю на 14 и делю на 5, у меня получилось 42 ряда. То есть мой карман будет 42 ряда. И 14 я умножаю на 10, делю на 5, у меня получается 28. То есть от кармана до начала выреза мне нужно будет провязать 28 рядов. Все, мы посчитали наш карман. Если карман у вас присутствует тоже, вы обязательно все это впишите в план вашего вязания. Как будет выглядеть план вязания, если в планке есть карман? Ой, простите, если в полочке есть карман. Мы набираем 29 петель плюс 2
кромочные. Вяжем резинку 1 на 1 5 сантиметров 14 рядов. Дальше вяжем лицевую гладь или ваш любой узор 5 сантиметров 14 рядов. Дальше начинаем вязать карман. Карман у нас 42 ряда. Как вязать карман, я расскажу в следующих видео. И затем следующий пункт мы вяжем 28 рядов 10 сантиметров до начала выреза. Все, наши все расчеты готовы, все в порядке, можно начинать вязать. В принципе, это все, что я хотела рассказать. Сейчас давайте я поменяю камеру, попрощаюсь с вами и опубликую это видео поскорее, чтобы вы могли все посчитать. Сейчас я на связи. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас тут получается. Все отлично, да? Немножко мутная, потому что я схватила своей рукой. Давайте я тут повытираю. Так должно быть получше. Вроде получше. Ну все, девочки, я все посчитала, все вам показала. Если будут какие-то вопросы, обязательно мне пишите под видео в комментариях, задавайте вопросы в личные сообщения, если вы участница интенсива. Также я сразу опубликую, сейчас озвучу домашнее задание. Домашнее задание: вам нужно будет сделать расчеты полочек и спинки до начала выреза. Если у вас есть карман, вам нужно будет сделать расчеты кармана. Вы просто это все делаете, фотографируете и высылаете мне. Сдать домашнее задание нужно до 15 марта, это воскресенье. То есть у вас есть эта неделя и еще следующая до самого конца. Но не затягивайте. Я думаю, что все понятно, все хорошо. Давайте буду уже прощаться, пойду проверять ваши домашние задания. Завтра отвечу на вопросы ваши в прямом эфире в Инстаграме. Спасибо большое, что вы с пониманием относитесь к нашим ко всем неполадкам, вот с этим всем камеры, прямые эфиры, еще пока мы плохо во всем разбираемся, ориентируемся, но с вашей помощью, поддержкой все получится у меня, я уверена, что все дальше будет хорошо. Все, всем пока, до завтра, жду ваши домашки, отключаюсь.